Всем привет! Вот и до белорусской глубинки наконец-то добралась зима. Погода устаканилась уже практически неделю. Лежит снег, подмораживает, и мороз с каждым днем все увеличивается. До выходных на следующей неделе вообще передают до -10. Тоже, скажете, нашел мороз. Местами и до 40, и до 50 доходит. Но здесь у меня в округе из-за большого скопления озер влажность практически ниже 90% и не опускается. И мороз совсем по-другому ощущается. Вот сейчас на улице где-то -3, а на улице долго зябко находиться. Иди. А одно только радует, что с каждым днем световой день увеличивается. И с наступлением февраля стало больше солнечных дней, а то за период с ноября по январь там было всего лишь дней 5-7, а все остальное время пасмурно и тепло. Так сейчас намного веселее трудиться стало. А я, как видите, продолжаю изготавливать палочки для эскимо. Подумал, в такие морозы самовыгодно начать заниматься производством мороженого. Можно будет сэкономить на закупке дорогостоящего морозильного оборудования и за счет этого конкурировать с крупными производителями. Но только что еще нужно будет подумать и оптимизировать технологический процесс. А то палочки довольно тонкие, диск пилы выходит высоко, близко руки страшно подносить. Так много остается отходов. Хотя, если присмотреться, то похоже на лопатку для приготовления еды. Я себе такую уже делал, только чуть-чуть пошире, для переворачивания ладошек. Довольно удобная и практичная вещь, и посуду не портит. Слегка пошлифовать, и можно выставлять на продажу. Ну а если серьезно, продолжаю заготавливать материалы для изготовления пчелиных рамок для новых ульев, которые я делал в прошлых видео. Пока еще не доделал, нужно заниматься внешней отделкой. Да и не решил до конца из каких материалов. Заказал несколько видов на пробу, а пока ждал доставку, то взялся пилить планки. Ну, в принципе, уже забрал все, но только еще не начинал. Решил до конца рамки добить, чтобы хоть одно дело было завершено. Уже напилил материал практически на 15 ульев, осталось только сбить. Хотя несколько планок на последнем этапе отбраковалось, но 175 рамок будет. Это за 25 часов работы в общей сложности. Так, если посчитать, 7 рамок в час. В прошлом году одна рамка продавалась за рубль 40 копеек. Прикинул, можно тоже попробовать выставить на продажу. Это получится где-то около $3 выручки в час. А сегодня утром залез в интернет посмотреть предложения. Может быть, цены уже изменились за год. И нашел одно объявление. Точно такой же комплект на одну рамку продается за 90 копеек. И получается, что смысла нету дергаться. С учетом затрат на материалы, на электроэнергию, то не получится конкурировать с большими производствами, у которых много станков и производительность выше. Но все равно делать самому выгоднее, чем покупать. Даже если посчитать трудозатраты по такой цене, это получается средняя заработная плата по району. 50 рублей в день. Ну, только что ехать никуда не нужно. Экономится время.
Хотя можно конкурировать и с большими производствами, если посчитать окупаемость их станков. Ну а я все, и рамки, и уля делаю с помощью одного, даже обхожусь без фуговального, который в столярном деле считается основным, так как на нем делают так называемую базу, подготавливают древесину для дальнейшей обработки. Да и качество вроде бы неплохо получается, хоть использую не очень хорошую и ровную доску. Кстати, заметьте, для всего только одного вида. Стандартная половая сороковка. Так что из опыта могу сказать, что минимальный набор инструментов для пчеловода — это один распиловочный станок. А все остальное можно сделать с помощью обычного ручного инструмента. Хотя я больше предпочитаю пневмостеплер. Им намного быстрее получается делать. Как говорится, время — деньги. Что, ты уже собралась идти? Да? Ну, сейчас пойдем. Сейчас, как холодно стало, так хоть можно пчел посмотреть, подкормить. А то практически весь январь была плюсовая температура, а неделю назад так и вообще до 7 градусов. Пчелы вылетали с ульев, а внутрь заглядываешь, а они там не в клубе сидят, а лазят по всему улью. То и непонятно, куда им этот кандик класть. А сейчас настали холода, хоть и можно определить, где этот клуб свился. Хотя они, может, и в минусовую температуру сейчас и не собрались в клуб. Расплод погнали, когда было тепло, а сейчас лазят по улю, согревают его. Ну, в любом случае, надо подкормить. Неизвестно, сколько у них там кормов осталось из-за этой аномальной температуры. То, я думаю, лишним и будет. Я-то, можно сказать, первый год как пчеловожу. Опыта особо нету, только так теоретические знания. Да и пчелы в этих улях впервые. Этим летом пересаживал на голые рамки. Только на одну вощину. Пока они за лето пока оттянули себе гнезда, но меда немного себе насобирали. Тех, как у меня райки, которых в июле ловил, пересаживал. У них ситуация похожая, и семьи поменьше, и кормов совсем не насобирали. Так тот мед, который здесь собирал, в основном переставлял туда, чтобы укрепить семьи. Ну, а оставил, в принципе, себе немного, литров 8. Но практически вес съел, так поэтому пришлось канди покупать. А эти решеточки, поддонники посмотрел я у одного пчеловода, не помню уже у какого, но идея мне понравилась. Во-первых, у них щели поменьше, между планочками канди не так, когда нагреется, просачивается. Ну а во-вторых, с помощью их можно управлять клубом, направлять их в ту сторону, где больше корма. Как тот пчеловод говорил, главное, чтобы здесь проход был 8 миллиметров, и пчелы тогда смогут спокойно переходить между рамками рамок. Ну а у меня 1 сантиметр оставлял, как раз планочки остались от изготовления ульев, так вот как раз и пошли в ход.
принципе, можно было и не лезть к ним. Кормов практически у всех хватает запасов, но только у одной было так непонятно сколько. Да и вообще не знаю, минусовая температура на улице, а они в клубы даже и не сбитые лазят по всему улю. Походу все же раз плот погнали, раз не садятся. Ну а может быть ему и тепло там, поэтому и не собираются. Да и непонятно мне, не залазя в улей, как понять, сколько у них кормов осталось. Тот вариант, что смотреть по мусору от открывающих крышечек, тоже не подходит, так как донья сетчатая, весь мусор на землю сыпется и не видно, как он шел. Либо тот вариант, как говорили в одних из комментариев, что смотреть по клубу, где он находится, что он идет от литка к задней стенке, и если близко к задней стенке, то корма на исходе. Но вот тот улей, в котором я говорил, что непонятно, там они сидят ближе к литку, а сзади посмотрел, меда уже нету. Скорее всего, шли наоборот от задней сетки к литку. Ну вот, и в этой семье, что погибло, тоже в основном клуб сидит ближе к литку, точнее сидел. То есть они начали идти от задней стенки, есть корма, и к передней. Ну, хотя сзади у них и соты еще были не до конца оттянуты. То может быть из-за этого. Ну хотя вот эта рамка наоборот шла. Видите, все рамочки пустые. Хотя пчел было достаточно много. Приличная семейка была. Довольно-таки много пчел. Не оценил я их по достоинству, мало рамок было. Хоть и подставляла им пару штук, но, наверное, нужно было больше. Это тот последний райок, который я в августе приносил, который поздно залетел повторно в ловушку. Ну вот, и получилось. Теперь полпакета подмора, нести его в крематорий, чтобы не оставался здесь на пасеке. Да и убрал его сейчас пораньше. Сейчас теплеть начнет, начнут разлагаться в этом уле, чтобы заразу не разносили. Хоть и без запаха, и свежие пчелы, но все равно на лекарства они не сгодятся, так как зимние пчелы, много у них кала в кишечнике. Они же в туалет не ходили, наверное, с ноября, если не раньше засели, когда там холода настали. А вылететь сейчас вряд ли они вылетали. То может одна-две пчелы. Поэтому только в утиль. Кстати, тот крем, который я делал прошлой зимой из-под мора, как он себя показал, дайте отзыв тот, кто покупали. Я-то им регулярно пользовался. Когда руки обмораживал прошлой зимой, то хорошо помогал. Но у меня и без него быстро все заживает, как на собаке.